Готовы ли вы к следующему большому событию в мире смартфонов? Samsung продолжает доминировать на рынке как крупнейший производитель смартфонов в мире, и многое из успеха можно объяснить популярностью линейки Galaxy S. За прошедшие годы Galaxy S стала синонимом Android и стала одним из самых известных и любимых устройств на рынке. Что же мы можем ожидать от Samsung Galaxy S23? Хотя многие детали еще неизвестны, можно сделать обоснованные выводы, основываясь на том, что Samsung делала в прошлом. Итак, когда ждать выхода Samsung Galaxy S23 на рынок? В прошлые годы Samsung выпускала свой телефон Galaxy S в течение первых 3 месяцев года, обычно в феврале. Но в последние годы это могло измениться, как мы видим в случае с Galaxy S21. Как будет в 2023 году? Компания Samsung может выпустить Galaxy S23 в феврале, но не исключено, что запуск может произойти и в январе или даже в марте. Еще один фактор, который может повлиять на время выпуска, это текущая нехватка чипсетов. По информации издания AT News, Samsung рассматривает возможность более раннего запуска, чем в случае с Galaxy S22. Итак, мы можем ожидать выхода Samsung Galaxy S23 в январе или феврале 2023 года. Однако необходимо ожидать официального анонса от Samsung. В 2023 году Samsung может преподнести нам неожиданный поворот в дизайне Galaxy S23. В 2022 году компания преобразила Galaxy S22 Ultra, добавив в него слот для S Pen и сделала его похожим на устройство серии Galaxy Note. Однако дизайн Galaxy S22 и S22 Plus остался прежним. Теперь, возможно, Samsung захочет поменять это и переделать Galaxy S23 и S23 Plus, оставив Galaxy S23 Ultra без изменений. Наступил 2023 год, а с ними свежий флагман Samsung Galaxy S23. Что ждет нас в этой модели? Начнем с характеристик, которые, как всегда, ставят на первое место. Как ожидалось, Samsung и Qualcomm снова продолжают свое сотрудничество, и все три модели Galaxy S23 будут оснащены самым новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Но, как всегда, нельзя исключать вариант с Exynos для других стран. Речь идет о более быстрой версии, а также Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, модем Qualcomm и обратной беспроводной зарядки. Samsung исторически не снижала характеристики своих телефонов, поэтому можно ожидать, что Galaxy S23 Ultra будет иметь аналогичные или лучшие характеристики по сравнению с Galaxy S22 Ultra. Это означает, что в смартфоне будет не менее 8 ГБ оперативной памяти и не менее 128 встроенной. Экран разрешением 1440 пикселей с частотой обновления не менее 120 Гц. Емкость аккумулятора не менее 5000 мАч, а скорость проводной зарядки не менее 45 Вт. А также все ждут появления камеры на 200 мегапикселей. И последнее, но не менее важное, в камере может быть использован ISO Cell HP2, что улучшит съемку фото и видео в ночное время. Новая функция оптической стабилизации изображения может помочь S23 конкурировать с Active Mode от Apple. Интересно увидеть, как Samsung собирается использовать эту мощную камеру и способна ли она опередить конкурентов в фотографии. Когда речь заходит о Samsung Galaxy S23, этот телефон обещает множество интересных характеристик и функций, которые сделают его одним из самых желанных гаджетов на рынке. К примеру, можно ожидать, что Galaxy S23 и S23 Plus будут иметь мощные процессоры, большое количество АЗУ и памяти, а также экраны с высокой частотой обновления. Кроме того, слухи гласят о новой камере с высоким разрешением и более большой емкости аккумулятора, чтобы избежать проблем с автономной работой, которые были в прошлом. Время автономной работы устройств серии Galaxy S23 также может увеличить фирменный режим Light. Эта функция появилась в последних складных устройствах компании. Она снижает производительность в пользу оптимизации времени автономной работы и нагрева. В следующей новинке Samsung Galaxy S23 мы можем ожидать более мощные характеристики по сравнению с S22. Но не стоит ожидать революционных изменений. Когда дело доходит до зарядки, список сертификаций указывает на 25 Вт, как и в Galaxy S22. Кроме того, может появиться обратная беспроводная зарядка. С Samsung, которая в настоящее время рассылает Android 13 One UI 5 на свои смартфоны, мы можем ожидать, что S23 также будет иметь One UI 5, но может быть и новая версия One UI 5.1. А самое интересное, это слухи о спутниковой связи в Galaxy S23, которая позволит передавать текст и изображения через спутник. Какими будут цены на Samsung Galaxy S23 Ultra?
Посмотрим, по какой цене выходили предшественники этой серии. В 2021 году Samsung сделала первый шаг и значительно снизила цены на устройство Galaxy S21 по сравнению с линейкой S20. В 2022 году компания снова поступила правильно, предложив серию Galaxy S22 по тем же ценам, что и Galaxy S21. Если Samsung будет придерживаться этой стратегии и в этом году, цены на Samsung Galaxy S23 составят $799 199 за S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. В любом случае будем предполагать, что Samsung не изменит цены на Galaxy S в 2023 году. Это будет один из лучших смартфонов 2023 года, это точно. Хотя, конечно, мы не можем сказать точно, что в нем будет, но я уверен, что Samsung не остановится на достигнутом. Обновления наконец сравнятся с Apple. Поддержка обновлений от Samsung абсолютно лучшая в мире Android для своих флагманских телефонов и даже для некоторых телефонов среднего уровня. Samsung предлагает 4 обновления Android и 5 лет патчей безопасности. Даже сама Google не может обеспечить того же. Тем не менее, это на одно обновление меньше, чем у Apple для iPhone. Было бы здорово увидеть, как Samsung наконец сравнятся с Apple и предложит 5-летнюю полную поддержку, включая 5 обновлений Android. Это будет благом не только для пользователей Samsung, но и для всей экосистемы Android. Если Samsung догонит Apple, другие производители Android устройств неизбежно должны будут последовать их примеру. Это может занять некоторое время, но все равно произойдет. Пишите в комментариях, ждете ли вы новых флагманов от Samsung и что хотели бы в них увидеть. А в этом видео лучшие компактные смартфоны, которые можно смело рекомендовать.